Здравствуйте, дорогие друзья, на ваших экранах General Zero Hour, голос за кадром читает Алекс. General, карта Farmlands of the Fallen, и сверху стартует Team Step, Генерал Фай, китайская пехота. Ну а снизу Big Size, трехкратный чемпион мира, но ныне не действующий. И у нас генерал подрывной армии Игла Джазис. Лайки, комментарии, подписка на канал приветствуются. Ну что же, Team Step отлетел все-таки из мировой серии от Маракара. Плотненький достаточно получился счет, 7-6. Конечно же, выразить хочется соболезнования, наверное, Team Step, но я не думаю, что он сильно расстроился. Но в следующей мировой серии, я думаю, что возьмет все-таки ВС 2025. Желаем Team Step удачи. Что же касаемо Сайза, то он выходит на Маракара в полуфинал, но я думаю, что Сайзу там очень сильно не поздоровится, так что какого-то чуда, наверное, ждать не стоит. Ну а что касаемо этого боя, то сейчас, конечно же, поглядим, что из этого выйдет. Норочка достаточно выдвинута здесь, ну как раз вот под коробки на центр побежал миниганер рабочих отменять, но норка все-таки состоялась, ракетчиков можно по домикам рассаживать, рабочий также наверх под вышку побежал, можно его пока в дом посадить, чтобы сюда какой-никакой пехотинец от чайна не сел и спамят с пехоты. Я так полагаю, что мы ждем Хеликс, есть филд, все верно, и 3 ресурсных центра, и поехала техничка, по всей видимости она не пустая, да, там 3 пехотинца, это подрывники 100%, и электростанцию все-таки Big Size смог у Team Step забрать, но Хеликс готов, есть пехотинцы, можно лететь, естественно, сейчас атаковать своего соперника. Военный завод на месте, сапплай, второй сапплай у Глашника есть, казарма, рабочий в домике сидит, можно, кстати, этот домик-то с помощью Хеликса и разбить, но Team Step летит дальше. Вопрос, есть ли квады, ну вот один выходит уже из военного завода, а хватит ли для того, чтобы сейчас этот Хеликс-то прогнать обратно на китайскую базу. Вспомнится еще ракетчики, а справа тем временем разворачивает Глашник норку. Есть квады! Есть квады, высаживается Хеликс, но полностью он, видимо, все-таки будет уничтожен. Да, падает, ну а пехоту бы нужно, конечно же, сейчас бы закрыть до военного завода. Я думал, что Team Step хотел добраться. Еще один квад добавляется, опять же, из этого военного завода. Один квад потерял здесь Сайз, ну и полностью ликвидировал Хеликс, ликвидировал пехоту. Практически без потерь, я бы даже сказал, очень легко отбился, на мой взгляд. Еще одна норка от Сайза рядом с коробками, рядом тут мельница и ракетчики, естественно, в эту мельницу сейчас будут садиться, да, и прикрывать этот самый сапплай, который сейчас Big Size-то и разворачивает. В сумме их будет 3, ну вот готовится, кстати говоря, рабочий поставить 4, я так полагаю, ну и на центре также можно в ресурсный-то выходить, но тут бы только трактор, как раз таки он тут и есть, только я попросил. Он тут не помешает, нужно миниганера, конечно же, из этого домика-то высаживать и ракетчика глашного посадить. Еще один Хеликс, он, я так полагаю, пустой, да, просто стоит, что-то тут высматривает, но тут дозер идет вперед. 4-й ресурсный центр ставить собирается китаец, и поехал пост. А тут тем временем едет оксотрактор, который можно было бы и уничтожить, но тут ракетчик сидит, будет, конечно же, по этому посту наяривать, мешать, и может даже и уничтожит. И минус рабочий к Глашнику. Вот в этом самом здании он сидел, но вышел зачем-то и сразу же Team Step его ликвидировал. Ставится казарма, я так полагаю, что сейчас китаец будет засаживать пехоту в здание, а тут тем временем техничка и на мини сразу же подрывается, но выживает. Один тут всего лишь ракетчик и прогоняет сапплтраки. Один из сапплаев сейчас просто не работает. Но есть же Хеликс, да, вот он как раз таки летит, правда, без пехоты. Изучит, кстати, бункер на этом Хеликсе, но пока Team Step пехоту-то в него не садит. И работает по ракетчику этот вертолет. И техничка также минусуется. Недолго сапплай простаивал обратно. Сапплтраки вернулись и добывают. Дракон идет вперед. Здесь ракетчик от Сайза. Скорее всего, кстати говоря, из технички высадился и сел в этот самый дом. Но есть танк-дракон, который пехотинца просто уничтожает прямо в этом самом здании. И добавляется еще одна норка и захват вышек. Это Сайз. Сайз захватывает нефть. Одна уже у него точно будет в активе. Еще одна захватывается внизу. И слева также вышка захватывается. И в сумме будет у Сайза 3 вышки. И да при том, при всем, что у него 1, 2, 3, 4 сапплая. Плюс 3 вышки. Очень жирная экономика от Глашника. А тем временем ракетчик садится в домик и бьет по ребелю
Это у нас глашный ребель, подрывной. Генерал Джази все-таки у нас на карте. И уничтожается потихоньку этот пехотинец. Да, ракетчик от Тимстепа работает, конечно, просто великолепно. А тем временем Тимстеп врывается на правый фланг Сайза. Хочет обратно себе эту вышку, я так полагаю, забрать. Ну и нужна, естественно, пропаганда. Да, она есть, значит, ждем Лотос. Скоро китаец будет также захватывать вышки. Норки можно до конца не добить. Рабочего было бы неплохо уничтожить, чтобы он еще одну норочку здесь не достроил. Ну, хотя, мне кажется, здесь хватит китайского могущества, китайских сил. Вот эта армия добьет. Да, норочка еще одна добивается. Пехотинцы ложатся, пост выживает, но квады вышли. Вышли квада, и Хеликс улетает обратно на базу. Ставится командный центр. Загружается еще один пост. Глашник начинает уже, я бы даже сказал бы так, что он достраивает сапплай и начинает добывать на центре. Очень серьезная сейчас экономика у Сайза. И как Тимстеп будет справляться, экономически Сайз явно сильнее. Разворачивается еще один военный завод. Спавятся пехотинцы, и отстроил Тимстеп бункер. Хорошая защита, и появилась Лотос на карте. Захватывается первая вышка в экономику пехотного генерала. Катается пост, высаживается пехота, бьют домик. Там есть и цемтанки, подогнать бы не мешало, конечно же. Здесь также пехота перестреливается. Но не помешало бы добавить, конечно же, сюда ракетчик на ракетчик, чтобы этот дом до конца уничтожить. Можно дракон подогнать, почему бы и нет. Ну и достаточно хорошая армия сейчас у Тимстепа. И я так полагаю, что Тимофей собирается наступать на центр. Много квадов. Яценко пытается один из квадов разморозить. Эти ракетчики. А где же Хеликс? А, Хеликсы работают пока на базе. Здесь стоят, но скоро будут загружаться. Это факт. Еще один военный завод от Тимстепа. И он идет вперед. Там очень хороший домик, кстати говоря. Несколько ракетчиков. Ну, 2 точно, наверное, там сидит. Но они высаживаются благодаря танку Дракону. Минус норка, пробивается рабочий, разжигается стена огня. Можно было, кстати, свою пехоту здесь Тимстепу посадить. И сапплай минус. Даже не успел его Сайз продать. Почти добил САП, минус нора. Хеликсы подлетели. Хороший микс, вообще шикарный, я бы сказал. Хорошо Тимстеп здесь работает. Ну и слушайте, и сверху-то здесь китаец, да, захватил вышку. И драконы идут вперед. Но там пехота, ну, мне кажется, не справятся. Да, 2 дракона нормально здесь отрабатывают, в принципе. Пытаются здесь подбить китайские позиции, точнее, глашные позиции. Но есть 2 квада, и все-таки норка остается на месте. Норка будет жить, ну и вышку либо перехватывать, либо уничтожать. Но на центре по-прежнему продолжается заруба. Минус пост, минус ЕЦМ танк, тут еще и Джарман Кэлл, и в принципе Сайз справляется, но теряет сапплай, теряет свои позиции. Здесь Лотос работает, перехватывает арт-платформу, которая работает по домику, и арт-удар залетает. Но успевает, кстати говоря, уйти Джарман, но можно было бы его доработать, если есть, конечно же, есть миниганер. Даже Джарман высаживает здесь пост, да, но пехота обратно садится. Хеликсы летят, добей Джармана, отлично. И минус последняя нора на центре Сайза. И Тимстеп устанавливает свой уже сапплай, будет здесь добывать. И летают даже миги, но пока нет напалма. И, кстати говоря, грейда на броню также нет. Работает арт-платформа, здесь Лотос. Лотос вовсю хозяйничает, Сайз будет ее уничтожать. А Тимстеп перехватывает себе еще одну. Кстати, вот эту вышку можно было Тимстепа бы также через Лотоста забрать. Рабочий тут бежит. Сейчас будет арт-платформа по нему наяривать. Тимстеп ее перехватил. Есть ли радар? Есть радарный фургон. Даже 2. Сайз будет пытаться, как сказать, отсканировать, что ли, эту Лотос. Да, и Лотос сливается. Спалили. Едет домобайк, но замедлился, справляются посты. Минус ракетчик, ну и минус ЕЦМ танк. Миги прилетели. А тем временем радары отходят. Но тут, я говорю, арт-платформа захвачена Лотосом. И квадами можно ее добить. Да, уничтожается полностью. Не будет Сайз ее себе перехватывать. Посты идут вперед. Миги помогают, зажигают норку. И посты начинают ее добивать. Да, отлично. На пути сапплай. Сапплай также можно пробить. Очень много квадов. Большая достаточно пачка у Сайза. И слушайте, по моим ощущениям, то, что я вижу, по крайней мере, на мини-карте, Тимстеп прогоняет Гла. Прогоняет с карты. Хорошо разожрался Сайз. Экономика была отличная, но что-то как-то поджимается. Тимстеп идет вперед. Здесь и воздух, и наземные юниты работают. Демобайк и минус. Яценко помогает. Хорошо.
А вот тут все-таки смог добраться и вскрыл один пост, но пока выживает пехота, квады, ну, есть потери, одного точно вижу. А оставшаяся пачка пока уходит. Джарман Келл разжигает стена огня, свой бы пост бы тут не сжечь. Минус пилот в посту, как правильно, не знаю. Решайте сами, напишите в комментариях. Джарман Келл отработал, вот то, что Сайс его не увел, ковровка, и неужели попал? Ну, два квада забрал. Ладно, уже неплохо. Уже не в сухую, скажем так, она тут прилетела. Казарма, но не добивает этим степ. Минус байк. Не дают построить норку. Еще один байк бы забрать. Казарма минус. Норку добить. Разжигается стена огня. Квады работают. Ну, блин, квады будут, конечно... Мне кажется, будет тяжело. Не хватит. Да, даже, я бы сказал, все-таки хватает. Слушайте, также и командный центр тут спасается. Какие крутые квады на самом деле. Они почти все с грейдами здесь. Черных рынков, да, есть черный рынок, даже два черных рынка есть у Сайза. Я слышу где-то ребелямбуш. И это посты. Раз, два, три, четыре, 5 постов просто сейчас взорвались. Идет танк-дракон, но тут есть чем принимать. Не повезло здесь тимстепу. И слева, в принципе, на базе у Сайза-то он потерял армию. Справа через ребелямбуш забрали. Сайз круто отбился на базе, на самом деле. Но позиционно, конечно... проигрывает, на мой взгляд, сейчас. И с помощью Домовайга забрали еще один пост. И квады добивают пехоту. У Сайза 3-й ранг, есть кэшбаунти, у Тимстеп 4-й. Но мы видели повышение. Работают тем временем Хеликс и минус Норка. Ну а справа хотел зайти под вышку Дракон. Но тут отработали. Отработали квады. По рабочему вдарил, но уходят. Да, Хеликсы, причем один так нормально получал. Ковровочка. Нет, это мины. Это мина, и хорошо, между прочим, положил там мины. Смотрите, как... Ай-яй-яй-яй-яй. И минус 2 мига разом. Их хорошо мины-то тут положил Тимстеп. Все квады так в куче стоят, и все они на минах. Ну и пытается китаец подбить норы Сайзу и перехватить вышку. Кстати, он ее уже перехватил. Слушайте, да. И просто сейчас защищает позиции Сайза. Работает танк дракон. И полностью норка добивается. Квады идут вперед, здесь сапплай. Китайский сапплай сейчас будет уничтожен. Тимстеп не успевает его продать. Да он, видимо, и не пытался. Возможно, никогда. Занят чем-то. Стоит бесхозная пехота. Либо в пост, либо... Ну, я не знаю. Либо в домик сюда посадить, и захватывается нефтеперерабатывающий завод. Теперь китаец со скидкой на юниты. Ну, а Сайз в своем духе. Сайз практически всегда пренебрегает, наверное, этой постройкой. Она ему не нужна. И идет тем временем уничтожать Тимстепу вышку. Ну, там домик, кстати, домик мощный. Очень мощный домик. Хорошо наяривает. Там 4 ракетчика сидит. Тем временем ковровка прилетела. Арт-удар тут был. Что это было такое? Почти норку здесь добили. Но ковровка, похоже, что в никуда. Сапплай вновь Сайз отстраивает и ставит норку для защиты. Домик остался жив, естественно, ставит сюда и не полезет, не будет свои квады терять. Минус миг. Ну хорошо, кстати, здесь зашло. 4 квада потеряно, минус с полтраки. Ну а дальше Сайз идти не рискует. 3 Хеликса. Минус нора. Подошел к сапплаю, Сайз не продает, сапплай будет уничтожен. И летит Тимстеп дальше. И раз, два, три. 3 Хеликса потерял Тимстеп. 3 Хеликса. Как же это было больно сейчас для чайной, боже ты мой. Ну, есть 2 вышки. Слева сапплай откачал. На центре также уже все сапплаи отработали. Но есть вторичная экономика в виде хакеров. И, кстати, в центре же, да, еще Тимстеп пытается добивать. Но ему опять тут сапплай разнесли. Джарман Келл. Идут квады помогать, разжигается стена огня. Но квады уходят. Миг летит. И все-таки отрабатывает Джарман Келла. Выходят квады. Еще пачка есть сзади. Летит арт-удар. И неужели по армии будет бить? Куда будет бить Тимстеп? Вот это вот очень интересный вопрос на самом деле. По черному рынку. Временно закрыл, но не убил до конца. И вся, кстати говоря, пехота вместе с постами сейчас случайно легла. Квады отработали хорошо. Но Тимстеп по-прежнему добывает на центре. Есть 2 вышки, напоминаю. И есть хакеры. Вторичная экономика чайная. Неплохо, неплохо на самом деле по ресурсам. По крайней мере, пока эти 2 вышки есть. Что же касаемо Галашника, так у него
Раз черный рынок строится, есть второй, третий отстраиваться будет, он был ранее уничтожен, есть четвертый, пятый, шестой, 6 черных рынков и ни одной вышки. На центр бы выйти, тем временем едет байк, что он хочет подрывать что ли? Это Эми, да, хотел подморозить здесь тимстеп своего соперника, ребеля, амбуши, минус посты, минус сапплтраки, ну и сапплай можно добить до конца, да, и вновь тимстепу не дают на центре-то добывать. Ракетчик тут прибежал, причем один, без брони, хотел по домику тут настрелять, но тимстеп в этой дуэли побеждает, а тут Сайс приехал мотиком, ну надо высаживаться с ним, слезать с него подрывником и пробовать вышку подрывать, но одного такого мотика не хватит, нужен еще один. По-прежнему продолжается борьба за центральные коробки, это единственное, наверное, из ресурсов, что осталось на карте, не считая вышек. Мины лежат под сапплаем. Я слышу Лотос, да, она захватывает арт-платформу. Будет помогать тимстепу обороняться, если вдруг башник решится наступить. Взорвался мотик, плюс подрывник, и наполовину вышку-то тут пробили. Сайс также принимает решение наступать справа, и вышку уничтожает. Тимстепу осталась только одна вышка, и... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 хакеров. Нормально. Захватывается еще одна арт-платформа, Лотос работает. Идут посты плюс ЕЦМ, танк под прикрытием. Ой, какой рабочий, какой клевый рабочий сейчас был. Он просто взорвался и взорвал посты. Пехоту добивают квады. Хорошо, Сайс обороняется на самом деле. И вроде как и наступает, в то же время обороняется. Просто, наверное, я бы сказал, просто навязывает свою игру. Вот просто сидит здесь у себя на базе, у него есть всегда армия. Он и наступает, он также обороняется. Причем на базу к тимстепу не суется. Мне такое ощущение, что просто ждет, пока у тимстепа закончатся деньги. И еще один мотик поехал вперед. И если сейчас его тимстеп пропустит, то это... потеря еще одной вышки, а это последняя вышка на карте, на минуточку. Кстати, ракетчик-то достали по мотику, но он все-таки доходит, и вышка взрывается. С экономикой у тимстепа плохо, и тимстеп принимает решение сдаться. Мы победили. Ну а на сегодня это все. Можете ознакомиться со статистикой игроков, нажав на паузу. Это игра General Zero Hour, голос за кадром Алекс General.